Привет, я Саша Капуста, это канал Твой шрифтовый фетиш, серия видео по созданию вариативного шрифта FontLab. В этом уроке мы с вами поговорим о вспомогательных инструментах, об индикаторе кривизны и линиях туни. Возможно, когда вы открыли какой-нибудь шрифт или видели у меня до этого в уроках, все наши овальные элементы имеют такие оранжевые свечения. Что это такое? Оранжевое свечение — это вот этот режим отображения кривизны нашего шрифта. Если я его включу, то я увижу, что у нас появился вот такой оранжевый ореол вокруг кривой. В данном случае он идет равномерно. Он идет равномерно и говорит нам о том, что у нас переход этих двух овалов, которые встречаются, достаточно аккуратный, плавный между собой. Но если я сделаю вот так, то мы увидим, что наша плавность нарушена. То есть вот здесь есть резкий скачок между коротким усом и длинным. В идеале нам от этого избавиться. А как от этого избавиться? Нужно выровнять либо положение уса относительно того, я сейчас вот что сделаю. Я сделаю обратно значение 205, сохранить, чтобы потом просто заново открыть этот проект. В общем, вот так я его ломаю сейчас, и мы видим, что теперь у нас, не очень красивый, не очень равномерный оранжевый вот этот вот рисунок, и вообще, в принципе, овал так себе получился. Нам нужно это дело исправить. Такая подсказка говорит, что в этом месте у нас прямо не очень аккуратно получилось. И у нас есть два варианта, как это исправить. Первый — это сместить ус таким образом, чтобы выровнять, насколько это возможно. Второй вариант — мы можем сместить сам узел относительно этих двух усов. Для этого я выделяю узел, зажимаю Alt, и теперь могу стрелочкой, могу даже с зажатым шифтом выровнять их так, чтобы они примерно были на одинаковой высоте. И теперь, если мы посмотрим, хоть у нас и здесь есть такой вот слом, он все равно достаточно плавный. То есть вот этот инструмент кривизны, curvature, он нам позволяет более явно видеть какие-то проблемы, какие-то вот такие штуки. Его тоже можно настроить, но в данном случае мы можем настроить только видимость вот этого объекта. Как это делается? Мы переходим в настройки, пункт Glyph Window, и вот здесь мы можем выбрать яркость этого цвета. Он либо насыщенно оранжевый будет, либо совсем блеклый будет. Можно вот так вот поставить наиболее яркость, скажем так, заметную. И размер. Можем поставить его маленького размера, можем огромного размера. А можем поставить автоматический, и тогда он сам будет подстраиваться под наш масштаб. Если мы увеличили картинку, он стал большим. Если уменьшили, то он, скажем так, тоже меняет свой размер. В целом это удобно. А включить и выключить его можно, если вдруг у вас очень много объектов и FontLab начинает немножко тормозить, так как ему приходится каждый раз все это рассчитывать. Вот здесь мы тоже, кстати, видим такой надлом. Тут тоже бы в идеале это все исправить. Можно вот здесь включить. Также здесь включается фонд аудит, который мы потом позже разберем. Он нам говорит о том, что здесь есть какая-то неравномерная, вот тут, например, есть какая-то неравномерность. И если мы вот так вот сдвинем, то подсказка пропадет. То есть здесь у нас получилась максимально возможная плавность и непрерывность вот этой кривой. Обычно у меня эти режимы всегда включены, и я сразу вижу по всем вот этим ошибкам, что у меня где-то криво, где-то неровно и так далее, поэтому все окей. А следующий инструмент, который мы с вами разберем, это у нас Tuning Lines. Это линии туни, которые мы видим между двумя рычагами. Для чего они нужны, сейчас мы с вами разберем. Предположим, текущая буква О у нас уже нарисована, но нам, как мы говорили ранее, не нравится ее округлость, не нравится натяжение ее кривой. Мы бы хотели это все исправить. И желательно быстро, и желательно одним, грубо говоря, движением. На самом деле это сделать несложно. В отличие от того, чтобы дергать каждый ус или каждый хендл этого узла индивидуально, мы можем сделать это все, сгруппировав их. В первую очередь, на что нам нужно обратить внимание. Мы, если посмотрим на две точки узла, на два хендла, мы между ними увидим серую линию. Если мы наводим на нее, она становится пунктирная и окрашена в голубой цвет. Это так называемые линии туни, названные в честь автора этого инструмента. Если вдруг вы его не видите, то вам нужно их включить. Делается это через панель View, Tuning Lines.
или можем нажать букву L английскую. Они либо пропадут, либо появятся. В общем, они у нас появились, теперь мы можем его выделить и как-то модифицировать. Как видите, они равномерно начинают изменяться, включая там нулевое значение или даже делает перегиб. Вот, если мы выделим с зажатым шифтом несколько таких линий, то мы их тоже можем видоизменять. Если выделим еще больше, вне зависимости от того, в каком они положении, мы тоже можем их изменять. Даже можем их изменять стрелками, зажатым шифтом, зажатым контролом, просто стрелками вверх-вниз увеличивать, уменьшать их значение. Если мы посмотрим на Tuning Lines, то мы увидим здесь значение натяжения. С помощью вот этого кружочка мы тоже можем двигать, но при этом еще можем даже менять и направление. Как правило, обычно они под 45 градусов увеличиваются. Мы можем исправить это направление, если вдруг это нам нужно. И тогда они будут вот так делать. Но лично мне такой вариант не очень нравится, поэтому я обычно предпочитаю работать, чтобы оно вот двигалось под 45 градусов, поэтому делаю двойной клик по нему, и она становится по возможности, если это доступно ей, под углом 45 градусов. То же самое можно сделать вот здесь. Если я сейчас вот это исправлю. Во-первых, вот так, допустим, у меня здесь, вот так. Здесь у меня тоже какой-то бардак непонятный. Я нажимаю Ctrl-A. И теперь, чтобы не кликать каждую по отдельности зажатым шифтом, а мне нужно их выделить все, я либо жму Ctrl-A, либо вообще ничего не нажимаю, но жму Ctrl, Shift, L. И ничего не происходит, потому что не то нажал. Я жму Ctrl, Alt, L. И у меня выделяются все доступные мне Tuning Lines на этом отрезке, на этих объектах. Жму двойной клик по одной из них, и видите, они у меня выровнялись так, как было до этого. То есть, если вдруг мне нужно их равномерно увеличить или уменьшить, я Ctrl-A или даже без этого, и жму Ctrl-Alt-L. Или, например, выделяю только несколько отрезков, Ctrl-Alt-L, и они у меня выделяются только те, которые есть в выбранном сегменте. Я сейчас это закрою и открою заново, потому что я уже его деформировал, этот контур, чтобы у нас была О более аккуратная. Открываю ее. Теперь мне нужно выпуклость немножко увеличить, немножко ее раздуть, поэтому я жму Ctrl-A, Ctrl-Alt-L и потихоньку, чуть-чуть вот так ее сдвигаю, примерно до, допустим, зажму пробел, чтобы ее видеть. Вот примерно такое значение меня устраивает. Отпускаю. Получилось 57, 58. Двойной клик. Она выровнялась как надо. Получилось, что внутреннее у меня имеет 60 натяжения. Вот мы видим 60. А эти 58. В целом меня такой вариант устраивает. Буква О смотрится более-менее прилично. Сильно много вот как-то вот так я не вижу смысла делать, потому что совершенно меняется характер этого шрифта. Ну, это уже какой-то прямо технический шрифт, как микрограмма получается. Поэтому я возвращаю все обратно. Где-то примерно до значения, у меня там было 59, кажется, или что-то типа такого. Ну, в общем, где-то вот так, в принципе, я делаю, меня устраивает. На всякий случай Ctrl-Alt-L, двойной клик. Они у меня все выровнялись, все красиво, все аккуратно, меня все устраивает. Если по ходу этого урока у вас возникли вопросы, то задавайте их в комментариях на русском или английском языках. Этот курс залит сразу на несколько видеоплатформ, а значит я могу их не увидеть. Поэтому подписывайтесь на канал в Телеграме и задавайте вопросы в чате «Делаем буквы». Все дополнительные материалы будут выложены на сайте «Твой шрифтовый фетиш». Там же вы сможете найти шрифты Rayer и Zasker, которые я упоминал в курсе. А еще делайте скриншоты вашего шрифта, хвастайтесь в соцсетях и отмечайте «Твой шрифтовой фетиш» в публикациях с этим хэштегом. Мне и вашим шрифтовым коллегам будет интересно посмотреть на ваши успехи в ходе этого курса. Если видео оказалось для вас полезным, подписывайтесь на канал, ставьте лайк и увидимся в следующих уроках.